Доброго вечера, ночи, утра и дня, дорогие зрители нашего канала. Всем привет! Нужны ли права на электросамокат? И где же все-таки можно, где нельзя, а где можно, но не нужно ездить на электросамокате? Попробуем разобраться, не торопясь. Открываем ПДД. Казалось бы, человек на электросамокате является пешеходом, поскольку пешеход – лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге, либо на пешеходной или велопешеходной дорожке и не производящие на них работу. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства. Какой самокат здесь имеется в виду? Вернее всего обычный, без мотора, или в том числе и электрический? Попробуем узнать, чем по ПДД является электросамокат. По ПДД транспортные средства – это автопоезд, велосипед, мопед, мотоцикл, а также электромобиль. Про электросамокаты ничего не сказано. Транспортное средство – устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем. По идее, электросамокат вполне себе попадает под это определение. Смотрим дальше. Мопед – двух- или трехколесное механическое транспортное средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км в час, имеющий двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не превышающим 50 кубических сантиметров. Или электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт. К мопедам приравниваются квадрициклы, имеющие аналогичные технические характеристики. Мотоцикл – двухколесное механическое транспортное средство с боковым прицепом или без него, рабочий объем двигателя которого в случае двигателя внутреннего сгорания превышает 50 кубических сантиметров или максимальная конструктивная скорость при любом двигателе превышает 50 км в час. К мотоциклам приравниваются трициклы, а также квадрициклы с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа, имеющие ненагруженную массу, не превышающую 400 кг. 550 кг для транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов без учета массы аккумуляторов в случае электрических транспортных средств, и максимальную эффективную мощность двигателя, не превышающую 15 кВт. Таким образом, электросамокаты средней мощности, наподобие Kuga M4 Pro или Kuga Max Speed, это одновременно и мопед, и пешеход, а супермощные электросамокаты это одновременно и мотоцикл, и пешеход. Пешеходы должны двигаться по тротуарам, мотоциклы и мопеды по автомобильной дороге. А где же тогда ездить самокатчикам, если они, по законам и правилам, как бы и то, и другое? Пешком нельзя по автодороге, на мопеде нельзя по тротуару. Так как же быть? Прямо какой-то самокат Шрёдингера получается. Непонятности и неоднозначности добавляет то, что есть и другие официальные документы, которые тоже имеют отношение к дорожному движению. В КААП РФ есть глава 12, в которой говорится об административных правонарушениях в области дорожного движения. Транспортные средства нужно регистрировать. А вы пробовали зарегистрировать ваш электросамокат? Кто хочет прочитать подробно, можно поставить на паузу. Отсюда следует, что электросамокат мощностью менее 4 кВт не является транспортным средством, и права на него вовсе не обязательны. То есть на электросамокатах средней мощности, казалось бы, можно ездить без прав. Это в теории. Практически же в каждом городе сотрудники ГИБДД реагируют на самокатчиков по-разному. Одни считают их пешеходами и не останавливают, а другие считают мопедистами или мопедоводами и очень даже могут остановить. То есть очень велика вероятность, что вот именно вас они могут остановить. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от вашей везучести и коммуникативных способностей, а также от того, где именно вас остановили, на дороге или на тротуаре, а также от того, что послужило причиной остановки. Если, не дай бог, случилось ДТП, в этом случае ответственности не избежать. А если вы просто ехали по тротуару или велодорожке, никого не трогали, никому не мешали, то нужно просто объяснить сотрудникам, что ваш электросамокат не является транспортным средством, и показать им распечатку из КААП РФ. А также лучше всего говорить им, что по ПДД вы являетесь пешеходом. Если же вас остановят на дороге, то в этом случае нужно иметь права категории М, если ваш самокат имеет мощность менее 4 кВт, и категории А, если его мощность более 4 кВт. На голове должен быть шлем,
который должен быть застегнут. Такие выводы я сделал из собранной мною информации. Все необходимые ссылки я оставлю в описании. Что же касается мощности, больше 250 Вт или нет, то это невозможно определить на глаз. Для правильного определения мощности нужны специальные приборы, которых у сотрудников ГИБДД просто нет. На самом самокате может быть написано все что угодно. Это может быть маркетинговым ходом. Надпись на колесе еще ни о чем не говорит. Там можно и 10 тысяч Вт написать. Технического же паспорта как такового у самоката нет. Есть только напечатанная типографским способом инструкция, без всяких печатей, подписей и водяных знаков. Поэтому она не является документом. Часто в таких инструкциях есть ошибки, ватты перепутаны с вольтами, а сам электросамокат назван электросамоваром. Я не юрист и не правозащитник, я просто собрал информацию для того, чтобы помочь тем, кто намерен ездить без вреда для себя и окружающих. Ну, а если я где-то ошибаюсь или недособрал нужную информацию, поправьте меня в комментах. Подводя завершающую черту, могу сказать, что на электросамокате лучше всего ездить все-таки по тротуарам и велодорожкам. Это на мой взгляд, потому как ездить на таких электросамокатах по автомобильным дорогам – полное безумие. Для автомобильных дорог электросамокаты подходят плохо, потому что очень маленькие колеса. 10 дюймов – это очень неустойчиво, и даже 12 дюймов не спасут. Любая мелкая ямка или камушек, который велосипед с его большими колесами просто не заметит, на электросамокате может стать причиной падения. Так что тут даже не важно, супермощный у вас электросамокат или средний, наподобие Kuga M4 Pro или Kuga Max Speed. Кроме того, на электросамокате категорически нельзя убирать руки с руля. В этом случае падение просто неизбежно. Поэтому показывать поворот рукой, как на велосипеде, нельзя. И кстати, например, по инструкции электросамокат Kuga Max Speed вообще не предназначен для движения по автомобильным дорогам. Если упадете на тротуаре, то вред будет только от удара об землю. А если грохнетесь на дороге, то там по вам может проехаться большая тяжелая железная машинка. По уму самокат нужно бы оборудовать зеркалами заднего вида и поворотниками. И, разумеется, нужно ездить в защитной экипировке. Шлем обязательно, а еще лучше дополнительно надеть налокотники, наколенники и черепаху. И ездить по велодорожкам и тротуарам, там где они есть. И не быстрее 20 км в час, не пугая пешеходов. Там, где людей много, лучше вообще снижать скорость километров так до 7 в час. Разгоняться побыстрее имеет смысл там, где нет людей, или их мало, и если вы уверены в своей реакции и надежности тормозов. Что же касается прав, то, на мой взгляд, лучше все-таки сдать как минимум на категорию М, если у вас самокат мощностью до 4 кВт. Права никогда не помешают. Кроме всего, вся эта ситуация все время меняется. В 2020 году был проект ПДД для электросамокатов, который так и не был принят. Также в сети прошла новость, что МВД и Минтранс пришли к соглашению поправок в ПДД, регулирующих передвижение при помощи электросамокатов и гироскутеров. Ссылка на новость в описании. Одним словом, держите руку на пульсе, следите за новостями по этой теме, ставьте ваши пальчики вверх, подписывайтесь на канал, пишите комменты, а главное – удачи всем на дорогах!